на спицах номер 8. Под эту пряжу я уже заранее связала образец, посчитала, сколько понадобится петель. Вы можете свой образец связать и по своему усмотрению связать свою высоту шапочки. Сейчас будем набирать петли именно для высоты шапочки. Шапочка вяжется не как обычно, вдоль вяжут сначала резиночка, потом высоту. А шапочка будет вязаться поперек, то есть не вот так, не вертикально, а вот так будем вязать горизонтально. 35 петель я набрала. И теперь убираю крючочек, вытягиваю петлю, беру спицу и с конца, с противоположного, начинаю одевать с изнаночной стороны, не с лицевой, а с изнаночной стороны. Вот эти вот выпуклые части, вот их видно. Вот выпуклая часть, вот она. В нее продеваем спицу. Следующая выпуклая часть, вот их видно. Вот она идет посерединке, это дорожка. Именно посерединке, снизу вверх одеваем петли. Вот она средняя, средняя, средняя. И так одеваем все петли. И последнюю петлю, от которой ниточка идет, тоже одели. Все петли на спице. И теперь начинаем вязать платочным вязанием. Самую первую петлю единственный раз провяжем, потом будем ее все время снимать как кромочную. Дальше вяжем лицевым вязанием за заднюю стеночку один ряд. Потом будем вязать лицевые за переднюю стеночку, а сейчас за заднюю. Вяжем так до последних 3 петель на спице. Шапочку мы начали вязать поперечным вязанием, поэтому убавление будет у нас происходить самым естественным образом. Здесь у нас будет, там где нет ниточки, это будет лицевая часть, то есть это где к лицу будет шапочка прилегать, а здесь где хвостик, где должен быть помпон, там будет макушка. Именно со стороны макушки мы будем делать все убавления, а убавления будут вязаться за счет укороченных рядов. Вот первый из таких укороченных рядов мы только что связали. То есть сейчас мы его будем до конца оформлять. Нам нужно из 3 оставшихся петель вот этих ближайшую к рабочей спице петельку обвить. То есть вот эту 3-ю петлю нам надо обвить и вернуться назад, не довязав эти 3 петли. И как раз для того, чтобы, возвращаясь назад, мы не оставили после себя дырочку в вязании, мы и будем обвивать вот эту петлю, которая соединяет как раз недовязанные петли и провязанные. Делаем обвивание петли таким образом. Заносим рабочую ниточку к себе, перенесли сюда вперед, вот эту петлю сняли на другую спицу, ниточку вернули назад и петлю тоже вернули назад. Ниточку завели сюда, то есть у нас получается обвивание полное. Теперь спицы прижали и развернулись. Когда мы развернулись, рабочая нить у нас в нужном положении, то есть сзади полотна. А эта петелька получилась обвитая с той стороны и с этой. И сейчас можно продолжать вязание, как обычно, лицевыми петлями назад, туда, откуда мы начинали. Довязывая ряд до конца, кромочную петлю провязываем лицевой,
и разворачиваемся. Напоминаю, что это часть, прилегающая к лицу. Тут, где нет короткой ниточки, она с другого конца. Именно с этого конца должен быть красивый край. Будем делать узелковые кромочные. То есть мы провязали последнюю петлю кромочную лицевой. Сейчас начинаем, отведя ниточку назад. Обычно снимается вот так кромочная и вяжется дальше. В этом случае она снимается отсюда, изнутри наружу. Вот так мы делаем. И потом через несколько рядов будем видеть, как образуется узелковый край. И сейчас за переднюю стенку вяжем лицевыми петлями до конца ряда, до последних 5 петель. Довязали ряд до макушки. Вот у нас хвостик короткий, это у нас макушечная сторона. И теперь пятую петлю обвиваем так же, как обвивали третью. Заносим ниточку вперед, снимаем петлю, ниточку назад и петлю назад, ниточку вперед. Складываем спицы и разворачиваемся. Развернулись, спицы открыли и видим, что ниточка у нас сзади. Петля вся обвита, нить выходит с изнанки на лицо и опять уходит на изнанку. И снова вяжем до лицевой стороны, там где нет хвостика, обычными лицевыми петлями. Последняя кромочная лицевой. Вот она, эта кромочная. Провязываем ее и разворачиваем. Снимаем ее, заходя изнутри наружу. Сняли, ниточка сзади. Все, она у нас как бы развернулась. И начинаем вязать новый ряд до макушки. Мы сейчас к макушке пошли. И оставим там в конце теперь 7 петель. Вот они, эти 7 петель. Теперь делаем все то же самое. Ниточку вперед, петлю переносим, ниточку назад и петлю назад, ниточку вперед. Спицы сложили и развернулись. Развернулись, спицы распрямили и ниточка на месте, петля обвита. Продолжаем вязать теперь к лицевой части до конца лицевыми петлями. В конце ряда лицевую петлю вяжем снизу, заходим в нее снизу, провязываем лицевой, разворачиваем. И в следующем ряду точно так же заходим снизу вверх, и петля разворачивается. Но сейчас уже немножко можно увидеть, мы немножко еще связали, уже видно все равно, что образуются узелочки по краям. И продолжаем вязать лицевыми до конца ряда, оставив в конце ряда одну петлю. В конце ряда уже видно, что у нас образуется такой вот мысок. И вот эти 7 петель, которые мы в прошлый раз обвивали, вот эту 7-ю петлю, начинаем все вот эти 7 петель, 6 петель провязывать, оставляя на спице одну последнюю кромочную. Вяжем их обычными лицевыми, заходя также снизу вверх. Вяжем их как обычные лицевые. Провязали. Это у нас вот первые петли с первых рядов. Вот осталась одна петля, с ней поступаем точно так же, как мы обвивали до этого петли. Ее также обвиваем. Ниточку заносим сюда,
петлю на соседнюю спицу, возвращаем назад, ниточку назад завели, петлю вернули, ниточку вперед, сложили спицы и развернулись. Сейчас, когда мы вернемся назад к лицевой части, тогда посмотрим, что у нас получилось. Вяжем просто все лицевые петли, полностью весь ряд до конца. Довязали ряд до конца. Сейчас посмотрим, что же получается. Получается вот такой клинышек. Это первое убавление. Полностью связали. Вот она, шапочка, идет снизу вверх. Здесь уже можно измерять высоту, которая вас устраивает. Я сейчас тоже посмотрю, сколько у меня получается. Почти 32. Ну, пусть 31. Вот 31. Вот такая высота. И можно еще посмотреть здесь вот, где мы кромочные вязали, вот уже узелочки такие становятся заметно. Вот они появляются. Вот мы уже связали целый раппорт. Теперь задача наша только его повторять до тех пор, пока не получим нужную нам длину, а это будет объем головы. Сейчас я буду вязать еще 8 раппортов, а потом встретимся. Напоминаю, что сначала в первом ряду, сейчас уже надо как начинать вязать лицевые петли до конца. Как в первом ряду оставляем сначала 3 петли, потом 5, потом 7, потом 1. И так повторяем весь раппорт 8 раз. Когда вы уже поняли, что достигли нужной ширины, тогда вязание шапочки надо заканчивать, петли на спице убавлять. Убавляем следующим образом. Кромочную снимаем, провязываем лицевую и одеваем на нее кромочную. Провязываем следующую петлю лицевой и одеваем на нее ту, которую только что связали. Следующую вяжем лицевой и снова одеваем на нее ту, которую связали. Вяжем, одеваем. Вяжем, одеваем. И так убавлять до конца ряда. Должна получаться вот такая дорожка. Петли закрыли. Осталась последняя петелька. Мы ниточку, которая осталась, вдеваем в иголку. И в эту петельку ниточку протягиваем. Затягиваем ее. И начинаем укладывать края шапочки для сшивания. Дорожки по краю. Вот они идут. И вот они идут. Их вот так вот кверху повернуть. Выровнять. И начинать сшивать вот таким образом. Дорожки вот эти вот прикладываем друг к другу и начинаем. Заводим за эту кромочную и под эту кромочную выводим
Теперь в соседнюю петлю и сюда в соседнюю петлю. Теперь сюда, то есть сшиваем зигзагом. Можно вот так вот сделать. Так. И сшивать с этой стороны, с этой стороны. Сюда, сюда. Если посмотреть с лицевой стороны, то снаружи шов остается практически незаметным. Вот здесь мы сшиваем, а здесь вот она.